Народ, всем привет! В предыдущих видео я рассказывал, как мы строили коробку из газоблока для нашей перестроечки на даче. И мы продолжаем раскрывать финансовую сторону вопроса. Одной из самых основных затрат на коробку, конечно же, является газосиликатный блок. Чтобы построить перестройку 4,2 на 5,9 метров, мне пришлось купить 25 блока, 8 поддонов. Это 15 кубометров блоков. По стоимости это вышло в 1980 рублей белорусских, или $760, или 56 тысяч российских рублей. Напомню, буду рассказывать в 3 валютах для удобства подсчета. В самом начале, когда мы начинали кладку блока, конечно же, нужно было купить рубероид и праймер, чтобы все это дело непосредственно крепить к фундаменту. Сначала разливается праймер, потом по нему раскатывается уже непосредственно рубероид, и все это дело вместе стоило примерно 50 белорусских рублей, или $20, или примерно 1200-1300 рублей России. После того, как рубероид с праймером пересохли уже к нашему фундаменту и черновому полу, мы начинали класть первый ряд блоков. Первый ряд блоков, как вы знаете, укладывается на цементно-песчаный раствор, и тут есть определенная хитрость. Цемент у нас остался еще непосредственно от фундамента, когда мы делали черновой пол по фундаменту. Поэтому цемент мы в данном просчете не учитываем, хотя его здесь пошло немного, буквально там 1-2 мешка. Песок у нас также остался от того, когда мы покупали машину песка при строительстве фундамента. Калькулировать мы его тоже здесь не будем, но все же напомню, машина песка, а именно 20 тонн песка или примерно 12 кубов, нам обошлись на тот момент примерно 250 белорусских рублей или $100, или примерно 7 тысяч России. Клей. Клея ушло много. Благо клей дешевый. Чтобы возвести 10 рядов блоков плюс фронтон и так далее, у меня на каждый ряд уходило примерно 2, а то и 2,5 мешка клея. Поэтому по клею могу сказать одно. Клея ушло примерно на 150 белорусских рублей, или $60, или 5500 России. Также было приобретено достаточно много разнообразного инструмента, такого как разного рода киянки, пилы по блоку, терки, гидроуровень, шпатель, штраборез, нити и так далее. На весь инструмент ушло примерно 100 белорусских рублей, или $40, или примерно 2900 России. Далее идет арматура. Арматуры ушло, на самом деле много. Арматуру я брал 8, и арматурой мы армировали каждый третий ряд газоблока. На арматуру было потрачено 150 белорусских рублей, или примерно $60, или примерно 4500 России. Арматуру мы укладывали в каждый третий ряд, а именно в 1, в 4, в 7. Дальше арматуры достаточно много у нас пошло и в армопояс, и в перемычки, и над дверью, и над окнами. Но об этом я потом скажу отдельно. Что касаемо качества блока, то могу сказать одно. Блоки Минского завода силикатных изделий, к сожалению, далеко не самый лучший блок. Нормальные, битка мало, но, они кривые, и горбатые, причем самое интересное, что не все, попадаются идеальные поддоны. Где-то 6 из 8 поддонов я разложил, у меня вообще не возникло к ним никаких вопросов. Но 2 поддона были откровенно горбатыми и кривыми, поэтому пришлось все достаточно сильно затирать каждый ряд. Все, конечно же, выравнивалось терочкой, все под уровень выравнивалось, но это отнимает достаточно много времени. Говорят, блоки забудова хорошие, но в сезон их, к сожалению, не купить. Чтобы выложить
данную перестроечку, напомню, размеры 5,9 на 4,2 метра, у меня ушло примерно где-то месяц-полтора, работая только по выходным и периодически после работы приезжая на 2 часа на дачку. Благо ехать нам от дома до дачи примерно 15-20 минут на машине. Приехал, замешал ведро клея, раскидал 10 блоков, уехал. В таком режиме дачка и строилась. Точнее, не дачка, а пристройка на дачу. Когда мы дошли до перемычек, U-образные блоки, пешечки, мы пилили всей семьей самостоятельно. У-блоки не покупались. И это, кстати, очень хорошая экономия, потому что обычные У-блоки стоят реально в 3, а то и в 4 раза дороже обычных блоков. У-блоки мы пилили из обычных блоков. Всего мы напилили порядка 50 блоков. И следующий такой серьезный расходник сюда опять же идет цемент и арматура для армопояса. В данном случае цемента у меня ушло примерно 150 килограмм. Это 80 белорусских рублей, либо примерно $30 или 2200 России. Цемент нужен был, чтобы заливать перемычки и армопояс. Песок, напомню, у нас был, поэтому песок мы здесь опять же не учитываем. И арматура в перемычках и в армопоясе я использовал арматуру 10. Но так получилось, что я купил ее по цене 8-миллиметровой арматуры. Мне сделали хорошую скидку. На арматуру сюда я отдал примерно 190 белорусских рублей или $80, или примерно 5400 России. Также сюда, конечно же, были куплены еще шпильки, гайки, шайбы. Все это нужно было в дальнейшем, чтобы крепить Mowerlad. И здесь расходник составил примерно 70 белорусских рублей. Или $30, или примерно 2000 России. Когда был залит армопояс, поверх мы делали перекрытие из дерева и крепили Mowerlad. Но это мы здесь учитывать не будем, потому что тот расходник, я думаю, все-таки лучше будет прибавить непосредственно к крыше. А крыша, скажу вам, забегая наперед, оказался самым дорогим узлом. К этому расходнику можно еще добавить проводку и все сопутствующие подвесы для нее. Сюда еще ушло 100 белорусских рублей, или примерно $40, или 2800 России. Итого, чтобы возвести стены для данной перестройки, у меня ушло примерно 2900 белорусских рублей, или $1100, или 81,5 российских рублей. Напомню, делалось все своими руками. Дешево это или дорого, смотрите сами. Можно было сэкономить на арматуре, но я не стал. Ну, на этом, я думаю, рассказ о стоимости можно и закончить. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!